Как вам первое отделение? Понравилось, не понравилось? Как отреагировала публика? Вы знаете, это всегда вообще очень интересно. Тебе может нравиться концерт, и тебе кажется, что он вот идет как надо, потом тебе приносят какую-то запись с мобильного, и ты думаешь, боже мой, не может быть, это тот самый концерт, и наоборот. Но в принципе, вот мое ощущение, что сегодня, во-первых, есть контакт с залом, во-вторых, что мы сегодня удачно играем, и в-третьих, что в принципе, ну вот все происходит так, как должно быть. Я думаю, что никогда не надо верить записям с мобильного. Ах, вот так вот. Их специально делают для того, чтобы нас расстраивать. А на самом деле очень приятно, что все-таки публика джазовая, потому что они хлопают после соло. А это уже... На вторую и четвертую. Это такой показатель, потому что иногда бывает публика прям не джазовая, они сидят, слушают, им нравится, но при этом... Они не знают, что им делать. Что им делать, да. А вообще принято, если понравилось соло какого-нибудь музыканта, люди хлопают обычно. Даже если нота какая-то понравилась, вдруг какая-то очень удачная нота. Ну да. То есть публика сегодня собралась осведомленная? Ну, понимающая и чувствующая. Чувствующая, да. А это всегда приятно. Насколько нам известно, у вас есть у обоих свои проекты. Как вы собрались вместе играть? Хочешь, ты ответь. Ну, на самом деле, я могу сказать, что меня Вадим пригласил посотрудничать. По блату, я думал, скажешь, по блату. Нет, ну, дело в том, что, вы знаете, самое ужасное, что вот в Москве, в России вообще, ну, к сожалению, не так много хороших музыкантов, как кажется. То есть вот когда начинаешь думать, вот с кем бы ты хотел играть, ну возникает, ну, буквально десяток имен, это в лучшем случае, из которых как минимум 8 человек, ну, абсолютно заняты. С одним ты недавно поссорился, а вот, ну, я, конечно, образно говорю, но просто к тому, что... Хороший образ. Да, хорошие образы. Ну, я к тому, что Иван Фармаковский, ну, один из самых лучших музыкантов на сегодняшний день в России, каждый мечтает с ним играть, и так случилось, что вот он на какой-то период, вот сейчас непродолжительный, он оказался свободен. И я ему предложил посотрудничать, и, в общем, очень рад, что он согласился, потому что он больше тяготеет к какому-то серьезному, глубокому джазу. Я вот каюсь, я больше люблю такой поп-джаз, но, в конце концов, профессионал, он на то и профессионал, чтобы получать удовольствие и играть, ну, буквально просто от того, что ты извлекаешь звуки. Ну, и слава богу, что удается найти время и найти возможности, и так складываются обстоятельства, что мы помимо собственных проектов можем встретиться и играть вместе. Это очень важно. Вот как раз была затронута тема совместного творчества. Расскажите, а с кем бы вы хотели поиграть из мировых джазовых звезд, живых или мертвых? Ну, давайте помечтаем. В качестве мечты, я думаю, что вряд ли найдется какой-то музыкант, который не хотел бы посотрудничать с Майлсом Дэвисом. Если только он не трубач. Я шучу, конечно. Не знаю, у меня всегда была мечта, такой, знаете, трибют такой, когда стоят самые лучшие трубачи, причем которых, может быть... Бьют? Да, трибют, да. Когда стоят самые лучшие трубачи, и вот, не знаю, там, из великих, там, кто может быть, начиная с Армстронга, пошли Дизи, Майлз и вообще все. И, вы знаете, может быть, даже не поиграть, даже просто послушать, вот уже было бы счастье. Каждый постоять рядом на сцене хотя бы, да, и чтобы каждый из них сыграл по квадрату блюза. Могу вам сказать, что, находясь на сцене, будь то джазовый ансамбль, либо это оркестр симфонический, абсолютно другие ощущения. Вот даже если сидя в зале в первом ряду, все замечательно, но когда ты находишься на сцене, непосредственно вот внутри этого, ощущения совершенно нереальные. Поэтому, конечно, я тебя очень сильно хорошо понимаю. А вообще, когда я учился в музыкальном училище, у меня была одна единственная мечта, это поехать в тур с Уитни Хьюстон. Правда, вот я учился в музыкальном училище, мне казалось, что вот никто так не поет, как она. И я думал, вот так вот, если бы просто даже вот в духовой секции в тур с ней поехать. Почему именно Я Уитни? не знаю, но она меня завораживала своим вокалом. Может быть, это фильм «Телохранитель»? Вполне возможно, да. Да, время такое было. Время такое было, да.